Всем привет! Привет, привет! Здравствуй, Леночка, здравствуй. Так, сегодня я решила выйти в эфир, потому что опять у меня в директ попросили показать в прямом эфире все способы, какими можно, да, отпечатывать стемпинг, именно делать зеркальное отражение. Вот решила выйти в прямой эфир и показать. Здравствуйте, девочки, скажите, пожалуйста, хорошо ли видно, хорошо ли меня слышно? Просто у меня уже был эфир на эту тему, и там, видать, я как-то так очень быстро все показала, мало что объяснила, и вопросы все-таки остались. Поэтому сегодня попробуем, в общем, более подробно, более досконально все это дело показать. Попробую во всяком случае, да. Здравствуйте, Татьяна. Все хорошо видно. Здравствуйте, Маргарита. Приянка, здравствуйте. Здравствуйте. Я могу как-то неправильно, может быть, читать, да, то есть как бы вы меня уж, пожалуйста, извините. Вот. И еще я сразу, девочки, извинюсь. То есть я просто такой человек, что вот если я что-то делаю, да, то есть руками, у меня я сразу теряю какие-то мысли в голове, что-то, в общем, у меня там не складывается особо с речью, поэтому я вам покажу, а если у вас останутся какие-то вопросы, то есть я буду на них отвечать чуть позже. Вы их задавайте, я потом просто посмотрю чат и отвечу на все вопросы. Если мы успеем, попробуем также сделать уменьшение рисунка. Да, эта тема тоже всем интересна. Я понимаю, что мои видео, которым там 3-4 года на канале, их особо никто не смотрит. Вот. Но в принципе все эти техники я показывала очень давно. Вот. Но давайте вот сегодня, в общем, тоже посмотрим. Прям в прямом эфире. И, может быть, я там что-то как-то делаю не так, как показываю, да, а потом в итоге, когда монтирую видео, что-то убираю. Лаки мы обязательно перед применением вот так вот стряхиваем для того, чтобы и пигмент как бы лучше распределился, и сама консистенция была более-менее однородная, потому что лаки имеют свойство все-таки... Пигмент имеет свойство оседать, и лаки загустевают. Если у вас густой лак для стемпинга, то есть ему уже, к примеру, там много лет, это ничего страшного, его можно разбавить, да, разбавителем. Просто густыми лаками для стемпинга навряд ли получится сделать зеркальное отражение. Почему? Потому что здесь очень важна скорость, и очень важно, чтобы лак быстро не сох, иначе просто успеть, да, то есть с одного штампа на другой перенести рисунок довольно сложно. Работаю я, как правило, всегда именно верхней частью двойного штампа. Все подушечки у меня прозрачные, то есть я не бафю их, они все рабочие. Вот. Единственное, даже двойные штампы, они имеют разницу, да, то есть как бы есть штампы вот с очень-очень-очень липкие, вот видите, даже вот он настолько липкий, что цепляется за перчатку и выходит из своего, скажем так, как он, ну, в общем, вылазит из своего корпуса. Вот. А есть, например, вот такой штампик двойной от Николь Дарьи. Вот посмотрите, да, он липкий, но все-таки не настолько липкий. И вот как раз-таки для зеркального отражения, для того, чтобы сделать зеркальное отражение, нам и нужно два штампа, который будет, один будет не очень липкий, а другой будет очень липкий. И в первую очередь мы будем рисунок отпечатывать на ту подушечку, которая не липкая, скажем так, а уже переносить потом вот рисунок мы будем на подушечку, которая очень липкая. Как правило, ну, по большей части двойные штампы, да, они все у меня с AliExpress, все они очень становятся.
Есть такой же вот двойной штамп от компании Creative Shop, он тоже липкий, но вот посмотрите, он очень упругий, да, то есть сама подушечка, она очень упругая. Это тоже хорошо, такие упругие силиконовые подушки, они очень хорошо забирают именно геометрию, да, тонкие линии. То есть чем штамп тверже, тем легче им отпечатать именно прямую линию. И, соответственно, точно так же перенести эту прямую линию на типс, либо на ноготок. Остальные штампы, вот чтобы для сравнения, да, вот посмотрите, да, то есть насколько вот проваливается сам штампик, это неплохо, я не говорю, что это там плохо, или там тот штампик лучше, или тот штампик лучше, нет. Каждый, в принципе, ну, по моему мнению, нужно иметь как минимум 3 штампа, да, в арсенале. Скажем так, не очень липкий и мягкий, да, который возьмет все и поднимет любой рисунок с пластины, даже если на пластине не очень глубокая гравировка. И, конечно же, хорошо бы иметь вот какой-то вот такой вот упругий штамп для рисунков с тонкими линиями. Ну, для геометрии, да, больше для геометрии. С тонкими линиями и этот штамп возьмет и хорошо перенесет на ноготок. Но вот геометрию, вот тоже девочки спрашивали у меня в комментариях, да, вот не получается на типс перенести именно геометрию, да. Вот такие вот упругие штампы, то есть сейчас вот попробую, да, то есть вот если, то есть обычно мы рисунок переносим вот так, вот видите, да, то есть вот. Но здесь штамп настолько упругий, что мы точно знаем, что вот, например, ближе к боковым валикам рисунок не отпечатается, да, вот таким способом. То есть вот вы видите, да, площадь, которая отпечатается. Да, можно вот так сделать, вот так повернуть, да, типс. И, ну, вот таким образом допечатать. Но, например, при отпечатывании геометрии 100% у вас уже линия съедет и сместится, и то есть как бы это уже будет не геометрия, ну, а что-то вроде абстракции, да. Поэтому с такими упругими штампами, как правило, ну вот если мы говорим о геометрии, то есть я вот ставлю прям на свободный край, да, и вот таким образом отпечатываю, да, перекатом. Площадь отпечатка, то есть заметно увеличивается, да, если штамп мягкий. Вот, и здесь вот, пожалуйста, тоже площадь практически на весь ноготок. Понятно, что tips on tips, да, а на своих родных ногтях, да, у нас будут мешать свободные боковые валики, но на клиентах это несложно, да, немножко оттянуть боковые валики и отпечатать полностью вот рисунок сразу же, да, вот именно не перекатом, а вот таким вот шлепком, скажем так. Так, вот, по поводу штампиков, значит, разобрались. Я возьму сейчас штамп с не очень липкой подушечкой. Мы рассмотрим с вами несколько вариантов зеркального стемпинга. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте. Да, прямой эфир я постараюсь сохранить. Надеюсь, ничего у меня никуда не пропадет. Штамп я очищаю о скотч, то есть никакими жидкостями агрессивными я не пользуюсь. Для очищения штампов, все штампы я очищаю о скотч. Я люблю работать именно прозрачными штампами, я повторюсь, я штампы не бафиком не прохожусь. Да, со временем они, конечно же, немного мутнеют, но это все равно не настолько, как говорится, мутные штампы, да, вот которые после того, как мы их забафим. Я вам покажу разницу. Просто вот у меня штамп, это штамп именно который, по которому я проходилась бафиком. Он замечательно работает, его я использую в принципе редко, у него, видите, он тоже очень липкий. Но вот если забафить, то есть вот для сравнения, да, то есть вот он получается совсем мутный, совсем мутный. То есть, да, видно, конечно, там можно сориентироваться и как-то перенести, но мне больше нравится работать именно с прозрачными штампами. Да, пускай они со временем немножко где-то там потерлись, где-то помутнели, но тем не менее от этого прозрачность их как бы хуже не стала. Вот, пожалуйста, обзор, да, то есть все отлично, замечательно видно. И вот штамп, тоже двойной штамп, но вот он был, как говорится, подвергнут таким вот мягким бафом. И тут видите сами, да, то есть как бы разница в обзоре очень большая.
Так, значит, как зеркальный стемпинг. Нижняя подушечка, да, у этих штампов, она очень липкая, да, то есть она липкая, то есть у меня вот такая, ну вот красная тоже неважно, тоже липкая. Красная подушечка, она немножко может быть помягче, но это особой роли не играет, то есть в любом случае можно использовать и нижнюю подушечку. Я понимаю, что не у всех, да, там есть, скажем так, два штампа вот таких вот прозрачных, да, и одна, скажем так, не липкая, а другая липкая. Поэтому, ну, у вас в любом случае есть вот нижняя часть от двойного штампа, и, как правило, вот эта вот мутная нижняя часть, она, ну, либо цветная, там зеленые, по-моему, да, тоже есть, там разные розовые цвета. Она вот, нижняя часть, она, как правило, очень липкая. Итак, возьму вот эти два штампа. Так, очищу, все подготовлю. Так, а то где-то, может быть, замызгала руками. Какие рисунки, как правило, чаще всего, ну, у меня во всяком случае, да, там подвергаются зеркальному, ну, вот нужно сделать именно зеркальное отражение. Какие-то вот такие вот, да, рисунки, когда мы делаем и на правой, и на левой руке. Вот, например, у меня была работа, и мне нужно было там сделать именно журавля, да, то есть один журавль туда летит, другой журавль туда летит, и, соответственно, как бы нужно сделать зеркальное отражение. Давайте сразу же мы берем, то есть первый рисунок мы отпечатываем с пластины, то есть рисунок мы отпечатываем именно на ту подушечку, которая не очень липкая. Да, вот я показала, то есть да, она липкая, но не настолько. Вот, и мы, значит, будем отпечатывать на нее с пластины. Наталья, здравствуйте, Виктория, здравствуйте, 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 Наталья, да, там уже, вот, так, наносим лак, снимаю, переношу рисунок и сразу же переношу его на другой штамп. То есть вы видите, да, то есть как бы тут я практически ничего не жду, то есть я не смотрю, отпечатался ли хорошо рисунок у меня на этот штамп, да, то есть я не жду, как, не смотрю там, не убираю лишнее, да, то есть образом, чтобы он не успел, лак, да, на штампе не успел высохнуть. Теперь можно убрать лишнее. Лишнее я убираю при помощи маленького скотча. Я пробовала, девочки, я пробовала, честно, вот этим валиком для одежды. Ну, я не знаю, мне, наверное, это дело привычки, да, я привыкла просто убирать маленьким скотчем, причем иногда мне бывает нужно убрать какие-то самые очень мелкие, там, ненужные элементы, и мне скотчем вот так вот удобнее. И вот, собственно, зеркальное отражение. Сейчас я на типс перенесу. Так, давайте возьму два типса, так, чтобы было видно. Да, еще в том прямом эфире я показывала, что не обязательно очищать пластину там сразу после одного рисунка. То есть можно отпечатывать до 5 рисунков, в принципе. Да, до 5 рисунков можно отпечатывать, не очищая пластину. Ну, это если нужно. Да, то есть вот давайте отпечатаем вот так журавля. Так, я там никуда не ухожу, не убегаю. Вот. Видите, да, то есть как бы сейчас вот на типсе у меня ничего нет, то есть нет ни праймера, ничего. При этом я успеваю, да, перенести рисунок с пластины, убрать лишнее и отпечатать рисунок на типс. Типс абсолютно не липкий, то есть ничего я на него не наносила. Но вот этот рисунок, он уже 100% подсох, да, то есть как бы и сейчас я, конечно, могу вот попробовать, да, там перенести, но нет, он уже не перенесется, и в принципе торопиться с перенесением вот именно второго рисунка я, например, не советую. Почему? Да, даже если вы вот успеете перенести со штампа на штамп, это все замечательно, но при отпечатывании уже на типс либо на ноготок все равно где-то может что-то не допечататься, поэтому я даже не пытаюсь
быстро это как-то отпечатать, для этого есть праймер, для этого есть клей для фольги. И праймер, и клей для фольги отлично сработают. Как таковой в праймерах, да, именно, ну, не то чтобы ее нет, да, но как бы, знаете, если там отпечатывать, ну, часто ли вы делаете зеркальный стемпинг? Ну, наверное, не очень часто. Вот, поэтому берем любой праймер, наносим на типс и, собственно, ждем буквально там пару секунд, пару минут для того, чтобы праймер немножко подсох и высох, да, скажем так. И как только, ну вот он становится, ну вот именно праймер от Dance Legend, он становится немножко, ну сразу видно, что капельки подсыхают, и то есть становится немного таким вот мутным. Вот, и переносим на липкий слой праймера рисунок. Вот таким образом у нас, собственно, и получается зеркальное отражение рисунка. Я не знаю, может быть, вам приблизить, если, например, вот так. Так лучше? Скажите, пожалуйста. Я просто в перчатках сейчас по экрану. Может быть, как-то плохо было видно. Вот так вот лучше, если я на таком расстоянии буду делать. Лучше, да? Спасибо, Наталья, спасибо. Так, вот таким образом у нас получается зеркальное отражение. Но, как я сказала, да, то есть не у всех есть двойные штампы с нелипкой и с липкой подушкой. Но у всех есть, если у вас есть двойной штамп, то у вас по-любому есть, за перчатки хватает, цепляется просто. У вас по-любому есть его нижняя часть, да, то есть вот она. И давайте ну, вот сделаем, значит, рисунок. Все точно так же, только будем использовать вот эту вот матовую подушечку. Она будет у нас второй, да, то есть рисунок мы также будем переносить с пластины на вот эту вот подушечку, которая не очень липкая, и затем уже будем переносить ее на вот этот вот липкую нижнюю часть. Просто тоже девочки в комментариях писали, что ну вот не получается у них вот на эту подушечку делать. Я понимаю, да, в видео, конечно, мы используем монтаж. Для чего? Для того, чтобы как-то смотрят, знаете, мы же блогеры, мы смотрим статистику, да, выпускаем видео, там, скажем так, на 10 минут, а смотрят по статистике там минуты 3. Поэтому, собственно, мы пытаемся как-то сократить, да, ускорить видео, ну, чтобы, ну, хорошо, вот хотя бы там 8-5 минут, ну, чтобы смотрели. Поэтому вот давайте вот в прямом эфире, да, делаем, как говорится, вы видите все в реальном времени, как это, с какой скоростью это все происходит. Здесь я не очень тороплюсь, мне самое главное это момент именно когда вы перенесли с одного штампа на другой, да, то есть вот здесь самое главное, как только вы перенесли на вот этот штамп рисунок, тут же переносим его на другой. То есть два штампика, они лежат рядышком, и, соответственно, ну, как бы, получается так намного быстрее. Если вы чуть-чуть замешкаетесь, и если ваш лак густой, то, скорее всего, уже, ну, вот, зеркального стемпинга не получится. То есть рисунок уже не отпечатается настолько, скажем так, хорошо. Да, опять убираю все лишнее скотчем. Мне просто тут еще тоже не совсем удобно, я сейчас вас приблизила, да, там на экране, вот, и сама смотрю, и самой мало что видно. Телефон прям перед глазами. Так. Этот рисунок я уже не буду переносить. Так, и вот опять, да, сейчас не буду очищать пластину. Сразу же отпечатаю еще рисунок. Ну и вот таким образом, собственно, у нас получается, так, видно, два журавля. Ну, то есть, если у вас все хорошо со скоростью переноса рисунка, да, и если у вас лак не густой, то, в принципе, у вас должен получаться зеркальный стемпинг.
Вот, одна подушечка у нас не очень липкая, другая подушечка очень липкая. Ну, вы все, наверное, знаете, что вот эта вот нижняя подушка, она очень липкая. Вот таким образом. Повторюсь, для девочек, которые только присоединились, да, то есть как бы, то есть если у вас двойной штамп, ну у вас не получается, попробуйте разбавить каким-то вот таким вот разбавителем. Буквально там 5 капель нужно на флакон. Хорошо стряхнули флакончик и, собственно, попробуйте. Чем жиже лак, тем лучше у вас должен получаться именно зеркальный стемпинг. Но есть такие девочки, у которых, например, в арсенале всего один штамп. Да, ну согласитесь, не все такие прям стемпинг-маньяки, да, не все прям такие стемпинг-любители. Вот они приобрели там один штампик, да, и, собственно, им этого достаточно, им больше и не нужно, но при этом они хотят делать, ну то есть им нужно как-то там, да, сделать зеркальный стемпинг. Давайте покажу следующий вариант, да, то есть... Очищаем пластину. Так. По большому счету зеркальный стемпинг, что это? То есть это рисунок, который на штампе, только нам нужно его перевернуть, да, и тогда получится именно зеркальное отражение. Поэтому мы просто, так скользит, просто отпечатываем рисунок на штамп, так, чтобы не бликовало. Убираю лишнее. И жду, пока этот рисунок немного подсохнет. Для чего? Перевернуть рисунок уже на типс мы сможем, если... то есть, видите, мы в данном случае мы второго штампа не используем, как я сказала, уже у некоторых девочек, например, только один штампик, поэтому вот этот способ для них, да. Но вообще этот способ, который я сейчас покажу, он появился самым первым, да, то есть он изначально был первым, потому что не было тогда еще двойных штампов, у всех было там, были вот эти вот резиновые штампы, да, и поэтому зеркальный стемпинг делали при помощи одного штампа. Это уже потом, когда появились вот эти двойные штампы, когда появились липкие штампы, да, вот эти вот силиконовые, тогда уже появился вот этот способ. Изначально зеркальный стемпинг делал, ну вот у меня Go Fast от Dance Legend, это топ для обычных лаков. То есть, в принципе, заменить его чем можно? Заменить его можно обычным прозрачным лаком, но единственное, нужно проверить, насколько он смазывает стемпинг рисунок. Да, то есть стемпинг рисунок мы отпечатывали обычным лаком, соответственно, вот эти вот все различные топы, они бывают такое, что разъедают лак. Есть у Born Pretty именно топ, который не смазывает стемпинг, да, то есть как бы, но они поменяли свою формулу, у меня это еще старые запасы, вообще там непонятно какие, вот, и они вот не смазывают, но после того, как Born Pretty поменяли формулу, их топ стал смазывать стемпинг. Есть топ тоже для обычных лаков, это топ от Katz. На сегодняшний день это вот прям безотказный топ, да, топ тоже, который не смазывает стемпинг. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать подложку, да, нам нужно сделать подложку. Ну, давайте вот я, вот, к примеру, если я сейчас буду делать подложку топом от Katz, он жидкий, да, вот вы видите, он, да, не смазывает стемпинг. Вот сколько бы я ни возюкала кисточкой, да, стемпинг не смажется. Но он скатывается на подушечке прозрачного штампа, он скатывается. Вот, думаю, видно. Тем не менее, все равно, ну, как бы, скажем так, где нужно, но он на самом рисунке он закрепился. Поэтому для создания подложки нам нужен более густой такой вот топ,
Поэтому я беру вот Go Fast. Да, действительно, в перчатках я как бы немножко мучаюсь, еще нервничаю, переживаю, знаете. Нам нужен густой топ, и мы прям, можно сказать, вот так вот каплями выкладываем этот топ на прозрачную подушку. Прям вот каплями выкладываем. Ну, ничего страшного. Да, сохраню. Я постараюсь сохранить эфир обязательно. Да-да-да. Вот, то есть мы прям выложили вот этот вот обычный топ толстым жирным слоем. Тут не нужно переживать за этот слой. Почему? Потому что это обычный лак, и когда он подсохнет, да, то есть как бы пленочка будет очень тоненькая, то есть никаких проблем в принципе не будет. Также я думаю, что все помнят, мы очень много в стемпинге раньше использовали силиконовые такие вот коврики, да. Я тогда показывала, что у этого коврика есть две стороны, да. Одна сторона, вот вы видите, такая прям глянцевая, другая сторона, она немножко шершавая. Вот на глянцевой стороне делать вот эту вот подложку намного, скажем так, лучше. Почему? Как бы, каким бы толстым слоем мы не сделали эту подложку, когда мы ее будем снимать с силиконового коврика, вот покажу, так, не знаю, вот видно, да, вот она, да, вот эта подложка на силиконовом коврике, и именно на глянцевой стороне силиконового коврика, на глянцевой стороне. Сама подложка, вот я чуть позже сниму ее, когда она подсохнет, вы посмотрите, насколько она тонкая. То есть, если у вас на штампе не получается, да, вот как-то вот именно нанести какой-то вот такой вот топ, ну, то есть скатывается, там еще что-то, то можно взять вот такой вот силиконовый коврик и сделать подложку на силиконовом коврике. Так, и нам нужно, чтобы это все дело подсохло. Сейчас я посмотрю, я вот проверяю вот таким образом, то есть немножко поджимаю и смотрю, что топ здесь еще, например, не подсох, да, то есть он тянется. Поэтому еще ждем. И здесь мы тоже ждем. Пока мы ждем, давайте по-быстрому покажу вам уменьшение рисунка. Для уменьшения рисунка нам понадобится также нижняя часть от двойного штампа и, скажем так, отпечатать рисунок прям вот полностью, да, на вот эту вот всю площадь. Тем не менее, нам нужен рисунок хотя бы, ну вот такой площади. Поэтому мы выбираем флакончик с лаком. Ну, я выбираю просто флакончик с лаком, какой-нибудь круглый и с большой площадью. Дальше нам нужно натянуть, немного натянуть штампик, да, то есть вот. Чем больше вот эта вот поверхность, вот эта вот площадь, тем меньше будет штампик натягиваться, да, тем сложнее будет его натянуть. Но, тем не менее, рисунок не деформируется. Я вам сейчас покажу разницу, да, тоже. Это тоже очень важно. Возьмем вот такой вот рисунок, он очень большой. Да, вот эту технику я тоже показывала, там, я не знаю, там тоже 3-4 года назад. Тогда, да, вот так вот натянули. Так, отпечатали, но не перенеслось. Так, окей. Так, возьмем штампик, который не очень липкий, видать, все-таки та подушечка очень липкая, поэтому не захотел штампик отдавать, в общем, рисунок. Ничего страшного, почистили. Так, еще раз, дубль 2. Так, видно там все. Отпечатываем рисунок.
натягиваем подушечку, отпечатываем и отпускаем, да, то есть вот. Вот видите тоже, насколько важно все-таки взять одну подушечку не липкую, а другую подушечку липкую, да, то есть вы видели, то есть там я взяла, просто схватила там ближайший штампик, который около меня лежал, не посмотрела, насколько у него липкая подушка, и стала отпечатывать. И в итоге, то есть тот штампик, который, то есть получилось у меня в прошлый раз, то есть вот до этого, 2 штампика были с липкой подушечкой, и то есть штамп просто не захотел отдавать рисунок. Вот таким способом мы, собственно, уменьшили, да, чтобы показать разницу, насколько мы уменьшили. Собственно, этого и достаточно для уменьшения рисунка. Ну вот, как по мне, вот посмотрите, до каких размеров мы уменьшили рисунок. Думаю, видно, да? Да, хорошо видно. Вот. А теперь я покажу вам и вот разница именно в рисунке, да, то есть рисунок четко отпечатался в том плане, что нет искажения в плане того, что, ну, то есть купола у нас там не получились куда-то там в сторону там или куда-то они там съехали, то есть сам рисунок получился тоже довольно четким. Теперь я покажу, возьму другой просто тоже, ну вот красный у меня просто, ну вот красный у меня просто есть. Тут неважно, и красные, и ну, вот эти вот мутные, они все, в принципе, одинаковые. Но я возьму другой флакончик. К примеру, я возьму вот такой флакончик. У него, как вы видите, такая небольшая площадь, да, вот, по сравнению. Да. И поставлю вот эту подушечку, просто я не буду с той подушечки стирать, и поставлю вот эту вот липкую подушечку на вот такой вот флакончик. Так, окей. Так, нет, упала. Так, ладно. И попробую вот, давайте отпечатаем опять тот же самый рисунок. Пластину я не чистила, да, вы все прекрасно видите. Печатала, натягиваю вот эту вот подушечку, да, то есть на вот такой поверхности, не знаю, сейчас, наверное, опять, и вот уменьшаю. И вот посмотрите, что у нас тут получается. Подушечка натянулась неравномерно, да, то есть как бы из-за того, что здесь площадь маленькая. Подушечка натянулась неравномерно, и у нас рисунок как бы съехал. И вот, например, вот здесь вот видно, да, купола, вот они вот куда поехали. То есть натяжение самой вот этой вот подушки было, ну, неправильным, да, неравномерным. И вот, пожалуйста, да, здесь вот разница. Да, тут мы больше уменьшили, потому что на такой, скажем так, площади, да, этот штампик можно растянуть прям очень. Поэтому лучше брать все-таки для вот именно для натяжения, брать какие-то такие вот флаконы, у которых большая площадь. Площадь покажу вам вот примерно, да, вот так вот. И вот эту вот часть мы вот, грубо говоря, вот только натягиваем. Так, возвращаемся к нашим зеркальным отражениям. Так, тут у нас журавлик подсох. Тут у нас получился небольшой такой конфликт материалов. Это именно Топа Кац и Топа от Dance Legend. Так, я не хочу повредить. Подцепила. Не вижу просто под камеру. Очень плохо видно. Так, вот у нас получился вот такой вот слайдер. И когда мы его будем переносить уже на ноготок, да, то есть давайте вот так его нанесем. Да.
вот, то он у нас как раз-таки и получается тоже в зеркальном отражении. Да? Вот эта пленочка, сама эта пленочка, она, конечно, немножко там у меня там сморщилась, но это вот сейчас так. Ее можно немножко подплавить при помощи, опять-таки, праймера. Да, то есть это же обычный лак, правильно? И то есть он немножко подплавится. Вот если мы вот таким образом пройдемся праймером по торцам, стараясь не заходить на рисунок. Да? Вот, и таким образом сгладим вот эти вот края самого слайдера. То есть это можно сделать так. Так, вот такой способ. И теперь, значит, подсохла наша, значит, заготовка. Сюда нам нужно, так, задела штатив. Сейчас мы на эту заготовку отпечатаем журавля. Ой, так. Боюсь промахнуться. Но печатали журавля. И, в принципе, заготовка, так как она уже сухая, можно как бы снять. Силиконового коврика она легко снимается, то есть вот достаточно вот в разные стороны немножко подтянуть ее, да, и она уже легко сходит. Да, удобнее использовать, конечно, в этом случае именно силиконовый коврик. Так, не совсем просохло, но я думаю, что журавля я все-таки сниму. Удобнее использовать именно силиконовый коврик. Почему? Потому что ну, нет вероятности повредить именно штампик. Да? И вот посмотрите, насколько тоненькая получается пленочка, она получается ровненькая, вот, без каких-либо, там, я не знаю, там, складочек. Подрезаем все, что нам не нужно. Да. Так, вот так вот. Подрезаем лишнее, чтобы, в принципе, эта пленка, она нам не мешала. И угу. Девочки, я очень извиняюсь, но просто действительно камера висит у меня прямо перед лицом, и я просто-напросто не вижу. И здесь уже в какую вы можете, как перевернуть этот рисунок, да, то есть, что вы можете перенести этот рисунок, как вам, собственно, нужно. Давайте переносить я буду. Ох, опять задела штатив, прошу прощения. Так, как нам нужно его переносить-то? В зеркальном. Так, вот так, да? Вот так. Перевернули. Вот. И, значит, переносим его на типс. И вот опять у нас получилось зеркальное отражение рисунка. То есть вот такие способы у нас с вами получаются. Девочки, я готова ответить на все ваши вопросы. Пожалуйста. Так, чат. Так. Так, девочки, всем здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Эфир сохраните? Да, сохраню. Здравствуйте. Вы давно в эфире. Простите, не знаю. Вот мне показывает, что 41 минуту. Так, Леночка, да, здравствуйте. Наталья, да, у вас научилась.
Я тоже скотчем убираю, дешево, сердито. Все правильно, я тоже считаю, что дешево, сердито, ничего такого нет. И да, у вас научилась, что можно не убирать каждый раз. Да, вот вы сами видели, что я не убирала, не очищала, прошу прощения, не очищала каждый раз пластину, и при этом как бы все замечательно отпечаталось. Так, снимите перчатки, не мучитесь. Надо убежать. Да, конечно, если у кого есть дела, конечно, да, пожалуйста, сохраните эфир, а то нет пока времени быть. Happy Smile, да, обязательно попробуй сохранить. Спасибо за прямой эфир, и вам спасибо большое, что заходите на прямой эфир. Идею подплавить праймером слайдеры просто надо патентовать. Я больше ни у кого не слышала про эту технику, а уж про поле вообще молчу. Так, а увеличить рисунок можно? Так, мисс Ольга, спасибо большое за вопрос. Да, увеличить рисунок можно, но и я как бы не самое, у меня тут очень маленькое такое место, да, чтобы вот я как-то могла, и если я рукой где-то выше, где-то в сторону, и все, то есть я уже что-нибудь дозадеваю, либо штатив, либо что-то. Да, можно увеличить рисунок, но по моей практике, хорошо это не получается. Почему? Здесь, смотрите, здесь ситуация в чем? Нам нужно наоборот сжать рисунок, сжать вот этот вот липкий штампик, да, отпечатать на него рисунок и потом его разжать. И вот здесь получается затык немножко. Давайте вместе с вами попробуем. Так, опять беру вот эту вот пластину, с которой мы уменьшали. Я сейчас покажу просто, в чем проблема, да, собственно, получается. Просто я работаю именно вот этими двойными штампами. Есть у меня один такой большой штамп, сейчас он просто далеко, не смогу его достать. Есть такой большой штамп, вот его легче сжать, да, то есть в руке его легче сжать и так, чтобы на него еще и отпечатать рисунок. А здесь просто получается, что вот если мы вот так вот сжимаем, во-первых, мы сжимаем не совсем равномерно, скажем так, да, и то есть вот оно пространство для того, чтобы отпечатать сюда рисунок. Ну давайте я сейчас покажу. Ну просто я пробовала это множество раз, я пробовала. Стойте, зачем мы берем этот рисунок? Нам же наоборот нужно увеличить, да. Ну вот давайте возьмем вот матрешку, да. Давайте возьмем матрешку. Так, опять у меня штампики. Отпечатала. Зажимаю, насколько мне это удобно, насколько у меня это получается. Отпечатываю. Нет, уже все, высох лак. Сейчас давайте я еще раз почистю просто все свои штампы, а то я показываю, а штампики не чищу. Так, то есть, вот смотрите, вот так он выпуклый, да, а мне нужно вот именно, чтобы он вот так вот был. Вот, да, немножко, ну, то есть, сжав его. Ну, вот насколько ровно я могу сжать, вот настолько я сжала. И разжимаю, да, ну вот видно, что она, в принципе-то отпечаталась, да, но рисунок, то, что вот видите, вот, например, я вот так вот могу сейчас сделать, да, вот, натянуть, ну вот она, да, лицо там, во всяком случае. Просто неудобно. Во-первых, мешает рука, то есть я отпечатываю, а у меня штампик упирается в мою руку, да, то есть он не проваливается полностью туда, и рисунок, соответственно, не переходит. Но, тем не менее, вот видели, да, то есть можно увеличить, но вы имейте в виду, вот, например, мы отпечатали рисунок лаком для стемпинга, да, вот он прилип, но при растягивании-то он начнет трескаться, то есть куда ему растягиваться? Если, например, мы уменьшаем рисунок, да, то есть там рисунок, он сжимается, и лак для стемпинга, он никуда не девается. Вот он, пожалуйста, вот,
вот, да, вот, вот. То здесь, когда мы расширяем, то, соответственно, лак, он немножко трескается. Какой вариант самый лучший, да? Самый лучший вариант для увеличения рисунка. Сейчас вам покажу. Так, только мне нужно, я, наверное, вставлю его все-таки в его держатель, потому что он прям вот очень липкий, неудобно. Самый оптимальный вариант. Отпечатываем. Ну, это опять-таки будет, знаете, такое незначительное увеличение, незначительное. Вот отпечатали матрешку, и, к примеру, вам нужно ее увеличить, ну, то есть на ноготок перенести. Вот, посмотрите. Вот, да? То есть вы отпечатали рисунок уже на штамп, да, то есть вот на вот этот штамп, который тянется на нижнюю подушку. Верхняя подушка, она тоже тянется, но не так сильно. И вот теперь вы вот так вот увеличиваете, фиксируете. Я просто сейчас попробую зафиксировать, ну так, более-менее, вот, да, вот зафиксировала. Думаю, видно, да? И вот теперь переношу рисунок уже на типс. На типсе у меня просто есть. Вот, пожалуйста, увеличили рисунок, да? Увеличили матрешку. Но я не скажу, что это идеальный вариант. Ну, то есть, опять-таки, да, например, в уменьшении рисунка я понимаю, сейчас просто отпечатаю опять эту матрешку, чтобы показать вам, насколько мы ее увеличили, да, то есть вот. А вот именно в увеличении рисунка, да, вот идеального варианта, ну вот идеального результата у меня как бы, ну, не получается. Не получается, вот. То есть вот таким образом можно увеличить рисунок, но опять-таки, я еще раз повторюсь, да, то есть как бы для того, чтобы получить именно качественный какой-то такой вот отпечаток, это нужно очень постараться при натяжении правильно перенести. При этом, например, если мы говорим о типсах, окей, да, то есть вы видели, что на типсах, да, это в принципе получается. А вот представьте, как это на клиентах, да, то есть вы такие увеличили, ну вот, хорошо, да, то есть увеличили вот так вот рисунок, да, там вот штампик натянули, увеличили рисунок, и вот начинаете переносить все равно, да, то есть вот так вот на типс там, и вот начинаете переносить все равно, да, то есть вот так вот на типс там, перекатом там или как-то, да, и то есть у вас все равно рисунок немножко поедет. Да, то есть он не то чтобы увеличится или уменьшится, он просто немного поедет. То есть вот эти линии, очертания, они могут немножко скоситься, скажем так, скоситься. Вот. Вот таким образом, значит, у нас, ну, опять-таки, как говорится, всегда можно свои навыки, свое умение, мастерство, как говорится, улучшать, да, поэтому, ну, вот сколько я не пробовала именно увеличить рисунок, хорошего идеального результата у меня не получалось. Вот такие вот дела, девочки. Так, значит, еще такой момент, да, то есть как бы по поводу разбавления лаков я сказала. Вот, прям не бойтесь разбавлять вот именно таким средством свои лаки для стемпинга. Ничего плохого как бы не будет. Моим лаком уже там есть такие лаки, которым по много-много лет, и все с ними в порядке. И скоро на моем канале выйдет видео про вот это средство. Я говорила в прямом эфире, да, то, что я заказала, в первом прямом эфире, то, что я его заказала, оно до меня дошло. Я взяла сразу 2 флакона, вот, и то есть как бы вот прям по полной программе вот это средство я протестировала. Девочки, я вам скажу, что не ожидала, что, ну вот, ну что ждать от разбавителя, да, лаков? Ну вот что ждать? Я говорю, я перепробовала там разные средства, и дешевые, и подороже, но суть у них одна – разбавить лак, да, в принципе. А от этого средства я прям была в таком немножко шоке. Мое тестирование затянулось, причем так конкретно. Скоро на моем канале выйдет видео. Ну вот, посмотрите, это средство действительно может помочь с любыми лаками для стемпинга, которые быстро сохнут.
Но обязательно посмотрите обзор на это средство, потому что там есть тоже какие-то такие свои нюансы. Так, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их. Я готова, пожалуйста, рассказать вам все и вся, поделиться с вами, как говорится, всем, чем знаю, все, что могу. Вот. И показать все в прямом эфире. Да. Так, я так полагаю, что вопросов нет. Я тогда буду закругляться. Девочки, огромное вам спасибо всем, кто вместе со мной разделил, как говорится, это время и вместе со мной был в прямом эфире. Я вас всех очень сильно обнимаю. Вы действительно, у меня вот такие хорошие подписчики, я всегда тоже об этом говорю. Ваша поддержка лично для меня, вот, да, как блогера, очень-очень важна, потому что, да, бывают, попадаются, знаете, тоже такие люди, которым все равно что-то не нравится. Вроде бы снимаешь видео, готовишь, что-то показываешь, но находится обязательно какой-нибудь человек, которому, ну, вот что-то не понравилось, что-то не подходит, что-то не так, там, что-то не нравится. И очень часто лично я начинаю в себе сама сомневаться, то есть я начинаю думать, да зачем я вообще это делаю, для кого я вообще это делаю, да, может быть, мне и не нужно, как говорится, все это показывать, ну, это никому не нужно. И, в общем, сомнений у меня очень много, поверьте, я сама в себе очень-очень сильно сомневаюсь. И только благодаря вашей поддержке, только благодаря вашим комментариям, знаете, у меня вот какой-то появляется вдохновение. Я, ну вот во всяком случае так вот перед собой поставила какой-то такой вот план. Я буду стараться выходить в прямые эфиры по вторникам, и в следующем прямом эфире я хочу показать технику стемпинг клеем для фольги и стемпинг гель клеем для фольги, да, то есть как бы, то есть мы будем прямо в прямом эфире отпечатывать с вами стемпинг рисунки вот этими двумя средствами, да. Для чего это нужно? Как мы знаем, что гель клей для фольги, что клей для фольги имеют очень хороший липкий слой. Я вот вам даже сейчас для примера, да, покажу. Вот на этот типс я нанесла перед эфиром, нанесла клей для фольги. И вот видите, он до сих пор липкий, и на него можно отпечатать любой стемпинг рисунок. Праймер через какое-то время, ну скажем, через 20 минут, так это точно уже никакой липкости на поверхности не будет. Вот, поэтому у этих средств очень хороший липкий слой, и отпечатывать стемпинг рисунок ими можно для чего? Для того, чтобы в дальнейшем раскрашивать этот рисунок пигментами, там, втирками, либо отпечатывать уже на готовый стемпинг рисунок, да, фольгу. Вот, следующий эфир я хочу посвятить этим двум средствам. Если у вас есть уже вопросы, пожалуйста, задавайте под этим прямым эфиром, и на следующем прямом эфире я обязательно на эти вопросы отвечу. Вот, так. Очень нужны советы. Спасибо, Катя, спасибо. Да, пиксель, это я так, Вера, да, Вера писала, пикселей не хватит, некрасиво будет. Да, ну вот я показала, вот как, в принципе, можно увеличить, но, опять-таки, я еще раз повторюсь, именно увеличение стемпинг рисунка у меня не получается сделать идеальный результат. Гель-краской можно попробовать, Вера, да, вот пишет. Да, гель-краской здесь будет проще. Почему? Потому что гель-краска не высохнет до тех пор, пока ее не заполимеризуешь, но там тоже есть свои нюансы, девочки, поверьте. Если вам нужен такой эфир с гель-красками, пожалуйста, напишите мне, я постараюсь в прямом эфире показать вам, как все это можно сделать с гель-красками. Потому что на самом деле, конечно, удобнее работать гель-красками. Почему? Потому что они не сохнут, да, то есть, вернее, быстро не сохнут. Чистый рисунок именно гель-красками. Поэтому многие так и работают, ну, любят работать именно обычными лаками для стемпинга. Так. Джинджер, привет, не знала об эфире, большую часть буду смотреть в записи, спасибо. А чем разбавлять лаки? Катенька, я разбавляю, опять задела штатив, я разбавляю вот этим средством, у меня также есть вот это средство, все они отлично разбавляют,
и никаких проблем, то есть абсолютно нет. Только сегодня забрала разбавитель от Dance Legend, обзор не видела. Джинджер, потестируйте средство, вот где оно? Вот это средство, оно действительно меня просто удивило, но реально, там такие возможности открываются с этим средством для обычных лаков, я подчеркну, это средство для обычных лаков, да, то есть и при помощи этого средства, ну, там просто такие возможности у обычных лаков открываются просто. Спасибо, было очень интересно. Мисс Ольга, и вам огромное спасибо за поддержку, за то, что поддержали меня в прямом эфире. Как прелесть, это эфир про зефирку, а то я не поняла, как ей ума делать. Как ей ума делать. Джинджер, не совсем это самое, как его поняла, что было написано. Да, ну то есть мы с вами в прямом эфире посмотрели, как сделать зеркальный стемпинг, как сделать, как уменьшить рисунок, стемпинг рисунок, как его увеличить. Ну, а еще раз повторюсь, увеличение рисунка, стемпинг рисунка именно у меня идеально не получается. Девочки, ну все, вроде бы вопросов нет. Еще раз огромное вам спасибо за поддержку меня в прямом эфире. Буду рада вас видеть в следующий вторник. Вот, я с вами прощаюсь. Всего вам самого наилучшего. Всех обнимаю. Спасибо большое. Спасибо. Все, до свидания.